Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Solo City, и тема сегодняшнего дня – налогообложение в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно корпоративный налог и НДС. И сегодня у нас в гостях замечательная Яна. Яна, пожалуйста, представь себя нашим зрителям. Здравствуй, Антон. Меня зовут Яна, я финансовый менеджер компании GulfBridge. И сегодня я расскажу вам о налогах в Объединенных Арабских Эмиратах. Яна, наши зрители часто спрашивают, такой вопрос, он может показаться странным, но многие говорят, что в Дубае и в целом в Объединенных Арабских Эмиратах абсолютно нет налогов. Так ли это? Да, действительно, до 2017 года в Эмиратах не было налогообложения, но уже с 2017 года был введен акцизный налог, с 2018 года был введен НДС, и с 2023 года был введен корпоративный налог, о котором я расскажу более подробно. Корпоративный налог — это налог, взимаемый с чистого дохода юридических лиц и дохода физических лиц, кто ведет предпринимательскую деятельность на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Стандартная ставка налога составляет 9%, но участники, зарегистрированные во фризоне, могут претендовать на ставку 0%, если соблюдают ряд правил, таких как они показывают достаточный уровень присутствия на территории фризоны. Что это значит? Они имеют физический офис на территории фризоны, они несут операционные затраты на территории фризоны, они имеют в штате достаточно квалифицированных сотрудников в соответствии с своей коммерческой деятельностью. Они ведут аудированную отчетность. Ну и главный критерий — это ваша выручка должна быть поделена на квалифицированный доход и неквалифицированный доход. И квалифицированный доход должен составлять не менее 95% от общей выручки. А что подразумевается под квалифицированным доходом? Это доход, полученный от сделок с участниками фризоны. Это доход, полученный от любого лица, в том числе и от иностранного, но только в рамках квалифицированной деятельности, о которых я расскажу чуть позже. И доход, полученный от коммерческой недвижимости, если эта сделка совершена с лицом свободной зоны. Неквалифицированным доходом являются сделки с физическими лицами, если они не в рамках квалифицированной деятельности. Это доход, полученный от исключенных видов деятельности, и доход, полученный от любой недвижимости, которая не расположена на территории фризоны. Налогом облагаются юридические лица, резиденты, юридические лица, нерезиденты, кто имеет постоянное представительство на территории Эмиратов, и физические лица, чей годовой доход, то есть выручка, превышает 1 миллион дирхам. Налоговый период, как правило, финансовый год, и он совпадает с календарным годом, но он может быть изменен и увеличен до 18 месяцев. Это зависит от того, когда компания зарегистрирована. Например, если компания зарегистрирована в октябре 2024 года, то налоговый период будет для такой компании с октября 2024 года до 31 декабря 2025 года. Для вновь созданных организаций срок регистрации — это, как правило, 3 месяца. Но лучше с этим не затягивать, так как за несвоевременную регистрацию предусмотрен штраф 10 тысяч дирхам. Срок подачи декларации и уплата налога предусмотрено в течение 9 месяцев после окончания налогового периода. Какие льготы предусмотрены в рамках этого налога? Первое, для физических лиц, это если ваш доход не превышает за налоговый период 1 миллион дирхам, то вы не обязаны регистрироваться для цели учета корпоративного налога и, соответственно, не обязаны платить корпоративный налог. Это для юридических лиц, для всех лиц, кто выбрал стандартную ставку 9%, первые 375 тысяч от прибыли, от чистой прибыли, они не облагаются налогом. Для лиц, кто выбрал стандартную ставку 9%, предусмотрены следующие льготы. Это доход, не превышающий 3 миллиона дирхама за налоговый период, дает вам право считать себя малым бизнесом и подавать упрощенную декларацию. Но эта акция временная, и она действует всего до 31 декабря 2026 года. Также ваша прибыль, не превышающая 375 тысяч дирхам за налоговый период, не облагается корпоративным налогом. Если квалифицированный участник свободной зоны претендует на ставку 0%, то он лишается любых льгот, предусмотренных в рамках этого налога. А что относится к квалифицированной деятельности? К квалифицированной деятельности относится это производство или обработка товаров или материалов, это преобразование товаров в иную форму и для дальнейшей перепродажи. Это логистические услуги относятся к квалифицированной деятельности. Это владение акциями в инвестиционных целях, это распространение товаров в designated zone или из нее, владение и управление судами. Это торговля квалифицированными товарами на
признанной торговой бирже. К квалифицированным товарам относятся это металлы, природные ресурсы, энергетические и сельскохозяйственные товары. Ну и более подробно можно ознакомиться со всеми видами квалифицированной деятельности в постановлении 265 2023 года. А существуют ли какие-то льготы для малого бизнеса? Если ваша выручка за налоговый период не превышает 3 миллионов дирхам, то вы автоматически являетесь малым бизнесом, и для вас предусмотрена подача упрощенной декларации, и, соответственно, вы не облагаетесь корпоративным налогом. А как много компаний твоих клиентов, которые попадают под эту статью об упрощенном налогообложении? Так как порог для уплаты налога достаточно большой, 3 миллиона дирхам, то далеко не все его превышают. Соответственно, преобладающее большинство, я думаю, попадет под статус малого бизнеса и будут лишены обязанности уплачивать налог. При определении налогооблагаемого дохода не учитываются доходы и связанные с ними расходы, таких как дивиденды, полученные от юридических лиц резидентов. Это дивиденды, полученные от доли участия в иностранных организациях. Это любой другой доход, полученный от прироста капитала, обесценения активов, либо от прибыли, либо убытков от курсовой разницы. А на какие расходы может быть уменьшен налогооблагаемый доход? Это все законные коммерческие расходы, понесенные в рамках вашей основной деятельности в соответствии с лицензией. Это расходы на развлечения, такие как мероприятия для ваших партнеров, это деловые встречи, это командировки. Здесь допускается только 50% к вычету. Это процентные расходы, понесенные по банковским кредитам, но не превышающие 12 миллионов дирхам за налоговый период. И что касается капитальных затрат, те затраты, которые несут долгосрочную выгоду компании, такие как покупка основного средства, либо покупка оборудования, они не могут быть списаны разово в рамках одного налогового периода, но стоимость таких активов можно списать путем амортизации. Но что касается технического обслуживания и содержания такого оборудования и основных средств, то такие расходы будут считаться расходами текущего периода. И на такие расходы можно уменьшить налогооблагаемый доход. Также можно уменьшить налогооблагаемый доход на убытки предыдущих периодов, если они понесены после регистрации налогоплательщика для цели учета корпоративного налога. Это они понесены после введения корпоративного налога. И убытки понесены в рамках деятельности, которая не освобождена от корпоративного налога. В каких случаях не допускается налоговый вычет? Это расходы, не связанные с вашей коммерческой деятельностью. Это убытки, понесенные не в рамках вашей коммерческой деятельности. То есть, если я, допустим, повел девушку в ресторан и заплатил огромный счет, она оказалась консюмершей, то этот налог мне не списать, да, в этом случае? Вы можете это списать как деловую встречу. О, дорогие зрители, это вам уникальный лайфхак. А какие самые распространенные ошибки у твоих клиентов при открытии бизнеса здесь и при оплате местных налогов? Основная ошибка наших клиентов — это то, что они регистрируют свою компанию в одной консалтинговой организации и уже далее ищут компанию на бухгалтерское сопровождение. В этом главная ошибка. Мы как раз-таки как компания оказываем полный спектр услуг. Мы регистрируем, открываем компании, мы продляем лицензии, мы ведем бухгалтерское сопровождение, мы открываем счета и... Это же основное преимущество компании, которая все делает in-house, потому что когда вы переключаетесь между разными людьми, между разными бизнесами, между разными посредниками, то получается, что никто не ответственен за конечный результат, и клиенты часто разочаровываются просто в том, что у них получается, из-за того, что они сразу не пришли, например, в Гальф-Бридж. Да, и компании приходят к нам уже с полученным штрафом из-за того, что в компании, где они регистрировали компанию, им не сообщили о обязательной регистрации на корпоративный налог, соответственно, информация теряется, информация упущена, соответственно, клиент попадает на административные штрафы неприятные, и уже разочарованный приходит к нам. Это прям настолько страшный штраф, какой-то большой,
Ты говорил, по-моему, 10 тысяч дирхам. Да, Я 10 тысяч дирхам за несвоевременную регистрацию, как для целей учета корпоративного налога, так и для целей учета НДС. А какие-то еще последствия вместо финансовых потерь могут быть от не вовремя оплаты этой пошлины? Нет, пени не начисляются, но вы будете получать ежедневные напоминания об уплате штрафа. Яна, расскажи мне, пожалуйста, про НДС в Дубае, ведь он совсем недавно был нулевым. Сейчас, как я понимаю, он стал 5%. Налог введен с 1 января 2018 года. Стандартная ставка 5%, одна из самых минимальных в мире. Это налог, взимаемый с каждой стадии поставки купленных или проданных товаров. Регистрации подлежат лица, чьи налогооблагаемые поставки за последние 12 месяцев превышают порог 375 тысяч. С этого момента возникает обязанность зарегистрироваться для целей учета НДС. Предусмотрен срок регистрации 30 дней. Также доступна добровольная регистрация, если порог налогооблагаемых поставок превышает за последние 12 месяцев 187 500 дирхамов. Но есть классная опция, если ваши расходы также превышают за последние 12 месяцев порог 187 500 дирхам, вы также можете зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и возмещать уплаченную сумму НДС либо себе на баланс в личном кабинете для дальнейшего уменьшения налогооблагаемой базы, либо возмещать на расчетный счет, что еще приятнее. Налоговый период составляет, как правило, 3 месяца. Если ваш годовой оборот не превышает 150 миллионов дирхам в год. В противном случае подача декларации предусмотрена ежемесячно. После регистрации на налог на добавленную стоимость вы получаете сертификат, в котором будет указан ваш индивидуальный налоговый период, ваш TRN-номер, Tax Registration Number. Вам необходимо указывать этот TRN-номер в каждом tax-инвойсе. И с момента начала налогового периода у вас возникает обязанность выставлять такс-инвойсы. То есть до регистрации вы не можете выставлять такс-инвойсы своим клиентам, так как вы не являетесь налогоплательщиком НДС. А бывают здесь какие-то серые схемы, вот как часто бывает в России? Что-то мимо кассы, мимо бухгалтерии, мимо налогов? К возмещению доступен НДС только если он понесен в рамках вашей коммерческой деятельности. То есть, если вы оплачиваете tax invoice за обучение своего ребенка, то вы не можете требовать к возмещению уплаченный НДС по этому tax invoice. А есть ли какие-то уловки, может быть, темные места в законодательстве, которыми можно пользоваться, чтобы уменьшить свое налоговое обложение? Какие-то лайфхаки, так скажем? Нет, мы вообще-то за честный бизнес. Окей, хорошо. Подача декларации и уплаты налога предусмотрена не позднее 28 числа следующего месяца за отчетным периодом. Также предусмотрена административная ответственность за несвоевременную подачу декларации и несвоевременную оплату налога. Это за несвоевременную подачу декларации первое нарушение — это 1000 дирхам, и повторное нарушение — это 2000 дирхам. И за несвоевременную уплату налога это 2% сразу на следующий день просрочки от налога и 4% ежемесячно за каждый месяц просрочки от суммы налога, неуплаченной налога. Помимо административной ответственности, бывает ли уголовная ответственность? Нет, здесь такого нет, но это начисление пеней. Самое неприятное, но уголовной ответственности здесь не предусмотрено. Максимально что может грозить неудавшемуся предпринимателю, который забывает здесь платить налоги или не хочет платить налоги? Это внушительные административные штрафы, которые негативно влияют на благосостояние компании. Датой для расчета НДС будет считаться первое событие, которое произошло. Это либо вы получили оплату за товар, либо вы поставили товар. С этого момента у вас есть обязанность выставить tax invoice клиенту в течение 14 календарных дней. Если первым событием вы получили оплату от клиента, то tax invoice должен соответствовать дате оплаты. Если вы поставили товар, допустим, 1 марта, то tax invoice должен быть от 1 марта, несмотря на то, что оплату вы получите не сразу. Каким операциям используется нулевая ставка НДС? Нулевая ставка НДС применяется к следующим операциям. Это
экспорт товаров или услуг за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. Это международные перевозки пассажиров либо грузов, которые начинаются в Объединенных Арабских Эмиратах, либо заканчиваются, либо проходят транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Это поставка или импорт инвестиционных драгоценных металлов. Это продажа от застройщика или аренда, или сдача в аренду жилой недвижимости в течение первых 3 лет с момента постройки. Это поставка сырой нефти либо природного газа. Это медицинские услуги и образовательные услуги. Яна, смотри, я хочу купить недвижимость в Дубае с целью последующей ее сдачи в аренду. Буду ли я обязан платить какие-то налоги с прибыли с этой аренды? Нет, так как физические лица, инвестирующие в жилую недвижимость, не попадают под действие ни корпоративного налога, а также освобождены от уплаты НДС. Если это коммерческая недвижимость, то 5% уплаты НДС, но для цели корпоративного налога здесь не возникает такой обязанности. Яна, а какие операции освобождены от уплаты НДС? Это финансовые услуги, банковские гарантии, кредиты, это страхование жизни, это государственные пошлины, это услуги пассажирского транспорта, это вторичная продажа или сдача в аренду жилых зданий, это продажа земли без каких-либо коммуникаций и сооружений. Что касается НДС, еще хочется сказать, что каждый бизнес нужно рассматривать индивидуально, так как многое зависит от маршрута товара, от условий поставки в договоре, и здесь важно учитывать эти факторы, и где находится клиент, и важно правильно определить место поставки, как для товаров, так и услуг. Поэтому обращайтесь к профессионалам и спите спокойно. По-моему, замечательное завершение нашего подкаста. Большое спасибо, что смотрите нас. Большое спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и впереди у нас будет еще больше интересных тем и замечательных гостей. Всем пока-пока!